Здорово! Наконец-то снял долгожданный видос про Арквардена по вашим просьбам. Это видео фактически гайд, в котором я постараюсь компактно изложить всю основную информацию от билдов и геймплея до фишек и настроек, которые сэкономят лишние 100 часов на освоение этого героя и поможет вам легко побеждать на арке. На запись этого видео ушло достаточно много времени, я очень сильно старался, поэтому перед просмотром обязательно ставьте лайки. Начнем с самого интересного, а именно айтем билда. Начальный закуп ситуативен и зависит от того, против кого вы будете стоять мид, но мы рассмотрим два основных, которые используются в 90% случаев. Первый через максимальный урон с руки. Покупаем слиперсы на агилу, цирклетку, пачку танго, 2 ветки и ферик. Берется в тех случаях, когда вам сложно будет перекейсить крипов против вражеского героя, потому что у вас дамага меньше, и когда вы уверены, что вражеский герой вам просто ничего не делает, и доп дамаг с руки вам даст больше шансов просто убить автоатаками другого героя. Позже превращаем слиперсы и цирклетку в аврейсбенд, а ветки в стик. Второй билд через ботл. Закупаем пачку танго, 2 ветки, фейрик и на голду с баунти руны первой пачки крипов доносим себе ботл. Ботл помогает нам не проседать по хп и мане против героев, которые спамящими спелами выбивают из нас все ресурсы, типа Лины и Тинкера. Помогает лучше пережить агрессию до покупки рейндропа, а с появлением водных рун вообще имбовый айтем для практически любого мидера. Теперь перейдем к основному айтем билду. Основная цель Арквардена как можно быстрее выфармить Мидас и Maelstrom, так как эти айтемы делают из вас фарм-машину и позволяют вам пылесосить всю карту, разгоняя ваш ГПМ до поехавших значений. Тайминги Мидаса 6-8 минута в зависимости от лайнапа и билда. Maelstrom 12-14. Мидас рашим, игнорируя покупку ботинка. Дальше ситуативно. Если тайминги идеальны, покупаете тревела. Они помогают вам фармить больше пачек крипов в труднодоступных местах, там где вашему оригиналу просто зайти одному опасно или вашему кэри, а также быть более мобильным и помогать драться команде, только в тех случаях, когда вашего флюкса и спарков будет достаточно, чтобы победить. Если же все плохо, вас душат, выйти команда со своей территории не может и вам надо дефать, покупаем Глейпнир, ибо с ним у нас больше АОЕ дамага, доп контроля и в принципе прокаст реализовать супер просто, не теряя позиционки. В фарме он также разгоняет ибо пачку крипов и забираете с ним быстрее. Покупаем его обычно после тревелов. Далее покупаем Акторин и Аганим. Акторин делает ваш ульт практически без КД, ваша иллюзия заканчивается под конец КД на ульте и неплохо сочетается с талантом на 25-м левеле в дальнейшем. А Аганим поднимает весь ваш дамаг от спарка в целом. В среднем его можно взять до Акторина. Если вас зажали на базе, вам нужно дефаться, не теряя позиционки, или вы очень рано взяли 20-й левел и талант на урон к спаркам. И вам уже этого достаточно, чтобы просто пойти и закончить игру. Далее айтемы по ситуации. Либо силовой блинк, который с талантом на 25-м дает вам халявный АОЕ дамаг каждые 7 секунд. Либо хекс, в том случае, если у вас нету времени обыгрывать вражеское БКБ и вам нужно больше контроля. Дальше грейдим Аганим и собираем Этериал. Он апает весь наш дамаг и в целом повышает магический бурст. Дает доп сейв по себе, и его можно собрать первым, если вас душат физдамагеры, такие как Фантомка, Клинс или Урса, к примеру, и вам нужно как-то выживать от них. Теперь перейдем к скилл-билду. Скилл-билд зачастую один на все случаи жизни, но может слегка меняться к 4-5 уровню в зависимости от противника на линии. Так как наиболее актуальным и сильным на данный момент есть магический Аркварден, рассмотрим раскачку этого билда. Нам нужно как можно быстрее замаксить спарки, которые являются абсолютно всем на этом герое, как инструментом для нанесения основного урона по героям, так и инструментом фарма. Ведь Аркварден без покупки определенных айтемов очень слаб в фарме. Далее мы домакшиваем флюкс, ибо без этого спела попросту невозможно будет делать какие-то киллы и проводить драки. Если против нас стоит герой, который в основном вас сетапит от урона с руки, например инвокер или Лина или Клинс, берем на 4-5 уровне в один Magnetic Field, в зависимости от сложности и матчапа. И под конец добиваем все в Magnetic Field, не пропуская таланты и ульт. Теперь перейдем к талантам. На 10 уровне берем талант на дальность флюкса. С этим талантом в будущем будет проще драться, начинать драки, не теряя свою позицию на карте, что есть самым важным делом при игре на этом герое. На 15 уровне берем талант к длительности флюкса. Большая длительность, больше урона и большое окно, чтобы накидать спарков. Как я и говорил раньше, спарки наше все, поэтому берем талант на ДПС от спарков на 20 уровне. С этого момента мы вносим в соло слишком много магического дамага. И самое интересное, на 25 уровне берем талант на 40% КД ульты. Именно после получения этого таланта Варден становится имбой, на который уже сложно проиграть игру. А выиграть без команды более реально, ибо каждый айтем и скилл иллюзии кдэшится в среднем от 4 до 7 секунд, не считая Мидас, который вовсе каждые 40 секунд кдэшится вместо стандартных 90. А спарки подавно вообще от 1 до 2 секунд. Теперь перейдем к плану на игру. Первым делом ставим себе вард на мид, он помогает в дальнейшем нам лучше контролить линию и предотвращает нежелательные
нежелательные ганги с других линий на нас, ибо Варден зачастую не тот герой, который соло может пережить ганг по себе. Кстати, лайфхак, если хотите проверить такой же вард у вражеского мидера, заходим в эту точку The Radiant или эту The Dire. Если вас начинает бить тавер, то значит вы в пределах вражеского обзора и там точно есть вард. Можем потом принести себе до 5 минуты сентри вард и забрать халявные гривни. Далее блочим крипов. Аркварден зонящий герой, у вас очень большой рейндж от автоатак и рейндж спарков. Если линию держать под вашей рампой, то в дальнейшем будет просто выбивать из противника расходники или же и вовсе убить героя. Про лайн стадию добавить больше особо нечего. Стараемся играть на свой фарм и пытаемся вынести мидас как можно быстрее. Аркварден не мобильный герой, без ключевых айтемов ему сложно как фармить, так и сетапить киллы самому. Как можно скорее берем 6 левел, по сути уже 6 левела можем попробовать убить героя на миде, желательно размяв его на половину хп или хотя бы на 25%, ибо зачастую дамага не хватает и любой герой может выжить, просто нажав ТП на базу. Если против вас на миде стоит агрессивный мидер, который больше предпочитает наводить суету на других лайнах, просто продолжайте фармить мид, а также вспышьте тавер. По сути, самый главный тавер в игре, который открывает нам в дальнейшем больше поля для творчества, чтобы гангать вражеских героев, открывать вражеский лес и отжимать вражескую тройку. Далее начинается самая нудная часть геймплея. Фарм, фарм и еще раз фарм. Фармим Maelstrom. С его покупкой нам уже проще отфармливать лес и сплитить. Основным варденом фармите лес и безопасные лайны. Клоны отправляете пушить лайны опасные, где зачастую ждут героев для ганга, мид или изи лейн. Кстати, чтобы в значительной степени ускорить ваш фарм, обязательно используйте спарки на крипов. В драки вступаете только если уверены, что заберете парочку героев под вашим тавром, ибо зачастую такие киллы дают вам меньше, чем пару пропылесошенных пачек слайнов плюс леса. С момента покупки Maelstrom можете стакать эншентов и другие компы. Но эншентов фармим вместе с иллюзией. Танчим их иллюзии, ставим Magnetic Field и фармим. После покупки Глипнира можем уже спокойно драться, либо стараемся колить команду пойти подраться в пятером, либо на травелах летаем по карте в поисках одинокого саппорта, а лучше любого другого кор-героя. Стараемся убить его за прокаст, ведь с этого момента нам еще нужен опыт, а получить его можно больше всего за убийство кор-героев вместе с вашим оригиналом. Поэтому с покупкой важных артефактов типа Глипнира и Аганима старайтесь реализовать их потенциал в драках, чтобы быстрее нафармить себе 25 левел. Проказ довольно простой. Кидаем Глипнир, Спарк, Флюкс, иллюзии, второй Глипнир, Спарк и Флюкс. И харасим с руки. Зачастую этого достаточно, чтобы убить практически любого героя. Помните, Варден герой, зависящий от позиционки. Старайтесь не инициировать драки первым, ибо зачастую это работа героев с оффлейна. Но если есть необходимость в этом, то смело делайте это иллюзией. Оригиналом старайтесь стоять настолько далеко, чтобы вас было сложно зафокусить в драке. После убийства героев стараемся сплитить тавра и отжимать нехилую часть фарма на карте воинами. Далее в таком темпе вытаскиваем себе айтемы в порядке, сказанном в этом билде. И заканчиваем игру. По сути, Арквардены побеждают за счет удачных гангов и быстрого фарма. Если же все плохо и вас душит, не давая протиснуться на карте, сплитпушьте иллюзии. Зачастую на нее начинают стягиваться другие герои, создавая количественный дисбаланс и давая вам неплохо подраться команды, чтобы сбить стрики с вражеских героев. В таком случае вы делаете много по макро, не уступаете в фарме и особо ничем не жертвуете. Помните, ваша цель быстрый 25 левел. Против него у энеми нет ни малейшего шанса как-либо вас законтрить, ибо ваша иллюзия становится соло героем, а своим оригиналом вы можете стоять на базе, не рискуя лишний раз умереть и проиграть игру. Теперь самая сладкая часть этого видео, именно те настройки и фишки, которые вам нужны, чтобы лучше и проще контролить Вардена. Я расскажу основные, но если вам зайдет, можно будет более развернуто снять про это отдельный ролик. Если что, пишите в комментариях. Первое, с чего я начну, это с квик-кастов. Очень полезная настройка при игре в доту в целом. И незаменимая на героях, на которых нужно быстро нажимать много кнопок. Типа инвокера, Арквардена или Тинкера, к примеру. Чтобы их включить, заходим в Hotcase, Advanced Hotcase и ставим галочку тут. Enable Quick Cast Autocast. Теперь мы можем назначать квик-касты на предметы и обилки. Вот, к примеру, сколько времени нужно, чтобы дать прокаст квик-кастом и без. Далее подконтрольные группы. Без этого просто невозможно играть на микроконтролящих героях. Заходим в Control Groups, забиваем туда любую вам удобную клавишу, у меня, например, F1, F2, и в лобби через Ctrl плюс клавишу, которую вы выбрали, можно назначить наших Аркварденов. Select Other Units, чтобы выбрать всех прочих юнитов. В нашем случае ульт Арквардена или иллюзии с ботла. Smart Double Tap. При зажатом Alt вы юзаете каст на себя. Помогает, например, быстрее накинуть на себя Ethereal, чтобы засейвиться.
Unified Orders with Control. При зажатой Ctrl вы отдаете команды всем юнитам сразу, помогает, чтобы не контролить или выбирать всех юнитов по отдельности. Quick Attack. Важная команда. Нужна, чтобы отправлять иллюзии в сплит-пуш или фарм леса. Например, зажав Shift плюс А на области, нажав, к примеру, тут и тут на карте, иллюзия будет идти атаковать всех врагов на заданном пути. Фишки. Можно вначале использовать Spark тут, чтобы сбрить крипблок у вражеского мидера. Вначале на миде можете поставить Spark на вражеской рампе и начать харасить мидера. Так вы зажимаете его в ловушку, выбиваете из него ресурсы и открываете себе доступ к простому фарму, а порой и к халявному ФБ. Вот фишка, как постоянно попадать спарками. Перед моментом, как Spark врежется в героя, ставьте сразу же новый. Так новый успевает зарядиться, пока цель будет микрозамедление от старого, и новый Spark в него попадет. Если поставить два Magnetic Field вот так и встать в центре вот в этом месте, то вы будете неуязвимы, и по вам не пройдет ни одна физическая тычка, как бы кто ни старался. По сути, халявная неуязвимость. При дефе можно поставить спарки за тавер в момент, когда вы будете ставить Magnetic Field, чтобы засейвить тавер. Если кто-то решит зайти в филд, чтобы продолжить пушить, он сразу получит тонну спарков и отлетит. Спарки дают микровижн, поэтому если вам нужно накинуть еще своих таргетных кнопок, а цель от вас скрылась в тумане войны, используйте спарк, и у вас будет небольшое окно, чтобы дать туда флюкс или может быть какой-нибудь хекс. Также можно поставить пару спарков тут, порой помогает дать пару внезапного лишнего дамага по мидеру или тому, кто нажмет сейф ТП, и порой вовсе дает халявный фраг. Чтобы забрать Рошана, нужно 18 аганимных спарков с талантом на 20 левеле или 28 спарков без аганима. На этом у меня пока что все. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам ролик зашел и, возможно, какая-то информация вам стала полезной. Обязательно ставьте лайки, если ролик вам понравился. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех роликов или о начале стримов. Если же есть какие-то вопросы, с радостью отвечу на них в комментариях или на Твиче, на котором я стараюсь стримить каждый день, пока позволяет электричество. Ну и всего вам доброго.